Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня видео посвящено осени. Мы вместе с Оксаной решили пораскрашивать что-то на осеннюю тематику. В принципе, мы не привязываемся к количеству иллюстраций. Это может быть одна, может быть несколько иллюстраций. Ну, в моем случае это будет одна. Я тут параллельно ищу карандаш, который потребуется мне в первую очередь, а именно Magic. Нашла карандаш. И, соответственно, все то, что сделано из дерева, я раскрашиваю именно им. Я уже рассказывала, что картинка сразу преображается, поэтому с удовольствием пользуюсь этим карандашом. Использовала я, точнее раскрашиваю, как вы уже поняли, в раскраске из серии Creative Heaven. В общем, осенняя раскраска. Так, я озвучиваю, потому что, как вы поняли, я на даче, я озвучиваю видео. И, соответственно, если где-то что-то посторонние шумы, я прошу прощения, потому что дома, конечно, если кто-нибудь этажом выше, ниже, или за окном ничего не творит, то у меня всегда тихо. Но здесь вот как есть, прошу прощения. Но я думаю, что так как я сейчас не использую микрофон для озвучки, у меня телефон достаточно, нормально даже без микрофона работает. Вот, может быть, часы словят звук. Все равно это не микрофон. Не знаю, как бы я дверь в комнату закрыла. В общем, мне нравится то, что уже получается. Довольно-таки живенько. А действительно, волшебный карандаш. Я его обожаю просто. Релакс. Но уже сложно его затачивать, сложно держать в руке. Ну да ладно, как есть. Вот. Ну и сейчас вот здесь у меня всякие гелевые ручки, ластик, блендер. Так, это у меня уже Кохенуровский Magic, этот из Fix Price. Я решила, что вот эту детальку я потом золотом сделаю. Можно по-разному, но мне нравится в основном именно так. Как-то я так себе это представляю. Сколько ни говори, все бесполезно. Говорю не шуметь, закрыла дверь, все равно шумят, кричат, как будто их не слышат. Так, здесь еще есть немножко работы для Мэджика. Домик тоже им раскрашу, не весь. Скорее всего, тоже будет металлик использован. Но прям прорисовывать детали я тут не буду. Взяла призмы. Этот цвет мне прям очень нравится. И он такую прозрачность дает. Классно. Хотя можно и более плотненько его нанести. В общем, сначала все закрашу то, что типа дерева. Сейчас подумаю, что еще на камеру раскрашивать. Честно говоря, у меня между съемками и озвучкой прошло уже там несколько дней. И я уже в город успела съездить. Так, я, в общем, тут взяла карандаши из Ашана. Я их покупала давно, когда только еще начинала раскрашивать. Карандаши очень хорошие. И сейчас вот, я не помню, может быть, я во влоге рассказывала или нет, но в Ашане 50 цветов, сейчас хорошие наборы, еще какие-то неоновые есть. Но из старой коллекции они оставили отвратительные трехгранные пластиковые, сделали большее количество цветов. При этом вот эти карандаши очень достойные. Они не то что не расширили цветовую палитру, они еще и вообще их убрали. А карандаши, скажем так, точатся они не супер,
но сами по себе они очень хорошие, яркие, мягкие, наслаиваются, очень плавные переходы получаются. Здесь вот у меня выпадает уже стержень. Ну, я взяла с собой брутфунеры, 120 штук, и у меня еще тут разные карандаши есть, наборы, но мне просто хочется вот этими пораскрашивать. Я в свое время купила их несколько упаковок, и у меня, по-моему, где-то в городе лежат, ну, в Москве, и здесь вот одни, плюс я девочкам на посылке покупала. Ну, вот как раз взяла желтый, салатовый и темно-зеленый, как раз-таки хорошо сочетаются. Акварель здесь будет также использована обязательно. Ну, точилка вообще очень хорошая. У меня в Москве тоже такая в детстве была, там еще запасное, ну, в общем, ножик этот давался, лезвие. Но ей трудно точить, если ее не прикрутить. Она металлическая, и ее нужно прикрутить к столу. И только когда ее прикрутишь к столу, вот этот вот резервуар для опилок, он будет держаться. Но здесь абсолютно вся мебель такая вот добротная, советская, что практически нереально что-либо прикрутить, поэтому вот как-то так. Солнышко, небо, все это будет акварелью, и яблоки я тоже хочу раскрасить акварелью. Надо будет там подобрать цвета, скорее яблоки будут двух цветов. Ну вот мне как-то так хочется, хотя тут одна по ходу яблоня, но вот так. Цвета получаются какие-то такие весенние, а не осенние, но с другой стороны у нас сейчас такая погода, что еще не все листья пожелтели и достаточно зеленые, хотя уже конец сентября. Вот стержень выпадает, грифель. Поэтому это даже еще не Хэллоуин, поэтому все в порядке. Пусть будет так. Ну, это еще и на самом деле первое, что оказалось у меня тут под рукой. Мне не хочется вот эту коробку открывать, все эти лотки вытаскивать. А тут там, безусловно, есть такие цвета осенние. Ну, в общем, я решила этими карандашами. Я даже, когда приезжаю сюда на несколько дней, но я в дороге в любом случае раскрашиваю, поэтому хотя бы небольшой набор беру и уже сразу им здесь крашу. И вот то, что у меня постоянно находится в Питере, практически никогда не используется, ну, только вот разве что детская акварель обычная и перламутровая, а также, ну, не знаю, может быть, еще сухая пастель. Ну вот в Питере в основном влажность постоянная, и здесь пастель жирненько так отдает пигмент хорошо. Ну, желтый все уже, больше я его не заточу, поэтому, наверное, вот эта иллюстрация, и дальше он отправится на заслуженный отдых. Просто будет лежать в пенале. А может быть, даже и не хватит его сейчас на эту иллюстрацию, потому что совсем неудобно. У меня еще довольно длинные ногти, поэтому удерживать такой карандаш тяжело. Да и, наверное, я подумываю салатовый заменить. Возможно, я вытащу грифель, но все равно будет его очень сложно удерживать. Он тоненький. Наверное, сейчас возьму еще какие-нибудь карандаши. Я сюда отправляла что-то поштучно. Но вот, в принципе, из хороших карандашей я на постоянку отправила только эти, а остальные так. По принципу пригодятся, но я думаю, надо
И здесь тоже все это перебрать и уже откровенно плохие карандаши убирать из коллекции. Ну, в основном со всеми карандашами можно как-то управиться. Редкий случай, когда это уже совсем помойка. Но вот в начале своего раскрашивательного пути я и такие в том числе покупала. Сейчас мне кажется, что такие карандаши даже купить сложно, потому что сейчас прям производители заточены под тех, даже под взрослых, кто любит раскрашивать, потому что сейчас все-таки требования такие повышенные у нас. И нарваться на подобную там гадость очень сложно. А раньше это было вполне просто. Даже фикс прайс сейчас карандаши продаются очень хорошего качества, иногда ничем не хуже оригиналов. В то время как когда-то я говорила, купила карандаши, я тогда еще не раскрашивала, но обустраивала свой письменный стол. Мне они были абсолютно не нужны, но в фикс прайс были дешевые цены. Я решила, ну почему бы не купить набор, там 12 карандашей, пусть будут. Так вот они, ну, разве их можно было только пастельными, что ли, назвать? Ну и то вряд ли. Закончила раскрашивать иллюстрацию, и вот так вот у меня получилось. Здесь карандаши и акварель в кюветках, так как односторонние иллюстрации, ну и, соответственно, самое то. Ну, в общем, листики и вот эта вот штука – это карандаши. И вот здесь, ну, вы видели Magic, а это Brutfuner золотой, потому что на дачу я не взяла набор именно металликов. Здесь вот использована акварель в кюветках. Ну, гамма вот желтенькая, и здесь тоже гамма. Это вот красная тоже гамма, а зеленая белые ночи майская. Ну, тут вот тоже вся там гамма, еще какие-то использовала. Здесь вот я добавила немножко гелевой ручки с ультраблеском из фикс прайс золотую, тут чуть-чуть белый. Это Prismacolor черный, Виолет, спасибо за этот карандаш. Карандашом я еще вот здесь вот доработала, самую малость вот тут. Ну и добавила как бы такой объем тени, тоже черным карандашом Prisma. Ну, можно было, как я уже рассказывала, и Kohinoor использовать, он, в общем-то, ничем не хуже, но этот, конечно, самый лучший, потому что вот здесь вот мне, например, нужно было, чтобы золотой вот цвет, он сохранился, но при этом сверху немножко было черного цвета. И призма, вот при желании можно полностью перекрыть, а можно сделать такое прозрачное покрытие. Это очень здорово. Ну, в общем, как-то так. Где-то еще черный карандаш добавляла. Коричневым здесь какие-то косячки исправляла. Обычно я беру двухцветный Magic от Берлинга, но я не брала его с собой. На обратную сторону ничего не протекло. Хотя воды я, в общем-то, не жалела. Ну, не скажу, что ее прям литрами выливала, но не жалела. Но здесь, кроме красного-то, все цвета довольно-таки бледные. И потом я еще сделала один слой. Ну, буквально чуть-чуть, там, может быть, минут 15 прошло, сделала третий слой. А когда полностью высохла, прошлась еще третьим слоем акварели. И в итоге вот так вот получилось. Это видео я буду завершать. Напоминаю, что мы раскрашивали на тему осени вместе с Оксаной, и ссылка на канал Оксаны будет в конечной заставке. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока.